Вы смотрите Climate Change о климате, катаклизмах, прочих стихийных явлениях и происшествиях на Земле. Это очередная сводка новостей о событиях, которые происходили в прошедшие дни. В исследовании, опубликованном во вторник группой World Weather Attribution, были подняты исторические записи и компьютерное моделирование, чтобы изучить, как температура влияла на количество осадков с конца XIX века до настоящего времени. И было обнаружено, что на большей полосе Западной Европы, от Нидерландов до Швейцарии, количество осадков за один день увеличилось на 19% за период, в течение которого глобальная температура повысилась на 1,2 градуса. Эксперты говорят, что при нагревании планеты на каждый 1 градус по Цельсию воздух может поглощать на 7% больше воды. Именно это обстоятельство и вызывает более интенсивные осадки. В исследовании, проведенном почти 40 учеными из 6 европейских стран и США, подсчитано, что ливни, вызвавшие наводнение в Европе в июле, сейчас в 1,2 и даже в 9 раз более вероятны, и эта цифра еще больше возрастет, если глобальное потепление продолжится. Авторы подчеркивают, что полученные ими результаты полностью подтверждают прогнозы, изложенные в недавнем климатическом отчете ООН. По словам автора, в ущербе гибель людей, увиденные в этой катастрофе, подчеркивает, что странам нужно делать больше для сокращения выбросов парниковых газов и подготовки к таким бедствиям. Рано утром 25 августа 2021 года за 1 час выпало более 40 мм осадков, вызвав ливневые паводки в некоторых частях Южной Испании. Накануне шторм на юго-востоке Франции за короткий период вызвал более 100 мм дождя, вызвав наводнение в департаменте Вар. 24 августа 2021 года их дождемеры зафиксировали 81,3 мм в Овенарге, недалеко от Буш-Дюрон, что почти в 3 раза превышает среднемесячное количество осадков за август на этой станции. Всего за 1 час выпало 58 мм осадков. В городе Пиньян в департаменте Вар, который сильно пострадал от наводнения, выпал град и осадки высокой интенсивности, общее количество которых составило более 100 мм. По данным полиции, город был полностью закрыт для движения транспорта после того, как улицы были залиты грязью и паводком глубиной 30 сантиметров. В этот район было направлено более 100 пожарных, которые провели 110 аварийных мероприятий. В общей сложности 22 семьи были переселены после затопления их домов. По словам мэра Пиньяна, сообщений о пострадавших не поступало. В другом месте во Франции наводнение и проливной дождь повредили здание больницы в департаменте Буш-Дюрон, но не причинили травм. А в Испании внезапное наводнение произошло 25 августа 2021 года, после того, как штормы в южных частях страны привели к короткому периоду проливных дождей в ранние часы. Внезапные наводнения прокатились по Бурунчелю и близлежащим районам в провинции Хаэн в Андалусии. Были разбиты машины, затоплены дома, дороги были засыпаны грязью и обломками паводка. Однако сообщений о травмах не поступало. Власти сообщили, что 25 августа 2021 года несколько дорог были закрыты для движения. В Касорле, в провинции Хаэн, Андалусия, за 1 час выпало 45 мм осадков. 27 августа 2021 года в Якутии на трассу Колыма сошел селевой поток. Нелегко пришлось этому региону. Сначала были пожары, а теперь вот наводнение. В результате наводнений селевым потоком был поврежден отрезок трассы федерального назначения. Река Хандыга выросла уровнем воды из-за проливных дождей, после чего в нескольких местах сошел оползень. По дороге много часов невозможно было проехать. Был риск попасть в ловушку из-за глубины и силы потока, нахлынувшего на транспортную артерию. 27 августа 2021 года пожарное управление города Далянь, северо-восток Китая, получило сообщение о возгорании в высотном жилом здании Triumph International Building. Говорилось, что пожар возник в одной из квартир. В итоге пожар перерос в большой, вот таком вот ужасном виде.
Большая часть здания была охвачена огнем. В скором времени после возгорания на место прибыли 68 пожарных машин и 366 пожар. По данным городских властей, в доме проживают 419 семей, общей численностью 818 человек. Большинство находившихся внутри жителей были эвакуированы. О возможных жертвах и причинах возникновения пожара пока не сообщается. Из-за опасности возгорания и большого количества дыма была закрыта расположенная в непосредственной близости от здания станция метро. Международная команда ученых смоделировала состояние Мирового океана на конец 21 века. С учетом двух предполагаемых вариантов развития экологической обстановки, используя модели, прогнозирующие изменения глобального климата океана, специалисты провели два сценария возможных последствий. Один сценарий предполагал пик выбросов парниковых газов к 2050 году, но с заметным их сокращением после. И второй сценарий, при котором выбросы не будут уменьшены, а продолжат расти в течение следующих 80 лет. Рассмотрев две модели, ученые пришли к выводу, что при первом варианте к 2100 году около 36% поверхности океана окажется малопригодной для жизни морских обитателей из-за перегрева и увеличения кислотности. Однако второй вариант оказался гораздо печальнее. Непригодными для жизни к началу следующего века станут около 95% Мирового океана. По словам ученых, скорость увеличения количества углекислого газа в атмосфере за последние столетия на 2-3 порядка выше, чем большинство изменений, наблюдавшихся за последние 420 300 миллионов лет. А потому многие живые существа и растения просто не успеют подстроиться под новые условия жизни. Специалисты отмечают, что если ситуация с вредными выбросами не изменится в ближайшие 20-30 лет, климат Мирового океана изменится почти полностью и станет непригодным для жизни большинства морских существ, которые уже сейчас начинают активно менять ареалы своего обитания и мигрировать в непривычные для них районы. 27 августа 2021 года диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о возгорании на улице Приморской в центральном районе Сочи. Как стало известно, горело кафе «Южная ночь», расположенное на набережной. За пожаром наблюдала толпа очевидцев, о пострадавших нам ничего не известно. На место происшествия оперативно выехали спасатели 10-го пожарного отряда. Место оградили и взяли ситуацию под контроль. По сообщению пресс-службы МЧС, всего к ликвидации возгорания привлечено 29 человек и 9 единиц техники. Поздно вечером пожар удалось локализовать на площади 500 квадратных метров. В комментариях мы заметили сообщение о том, что публикация подобных новостей нагнетает страх. Но так ли это на самом деле? Подумайте на минутку, если мы переходим дорогу, то обязательно смотрим налево и направо, смотрим на быстро движущиеся машины, прекрасно понимая угрозу нашей жизни. Точно так же и с климатом. Глядя на происходящее, можно оценить ситуацию и, возможно, переосмыслить свою жизнь. Ведь важно принимать реальность такой, какой она есть. Вот и все на сегодня. Спасибо вам за просмотр и активность в комментариях. Оцените это видео, нажмите на колокольчик и подписывайтесь на канал. Будьте бдительны, не будьте равнодушными к окружающим и берегите жизнь. Выпуск озвучил Александр Тымачко специально для канала Climate Change.